Привет, друзья! Сегодня у нас видео о реставрации. И давайте немножко предыстории. Вот мы имеем такого монстра. Огроменная просто струбцина. Вес приблизительно 4 килограмма. Рылся на даче и нашел чудный девайс. Когда-то покойный дед моей жены работал плотником, и это осталось в наследство. Я ее раньше не видел, а вот обнаружил. И решил, почему она будет лежать. Возможно, я ее использую в своем деле. Даже в сравнении с моей самой большой струбциной, это просто монстр. Вот, посмотрите. Давайте пройдемся по размерам. Что у нас длина? 500 миллиметров, 140 миллиметров. А так по длине максимально 420. Конечно, винт здесь просто бешеный. Тут даже буква К есть. Скорее всего, дед так отмечал. Да, она в трещинах, но она крепко держится, и поэтому я ее не буду менять. Время берет свое. Ржавчина, преобразователь ржавчины, кисточку. Обработаю ортофосфатной кислотой, а потом почищу. Прошло некоторое время. Преобразователь ржавчины сделал свое дело. Сейчас беру торцевую щетку 75 миллиметров и будем все чистить.
Вот так, ребята, получается. Почистил. Вот так, ребята, получается. Грунт еще разровняется. Этот грунт я использовал при реставрации стойки для дрели. Кому интересно, подсказка сейчас вверху, можете посмотреть. Вблизи. Вот так. Вот, друзья, наступил второй день. Как видно, свободно беру рукой. Грунт высох. Я быстренько за кадром замотал все остальное малярным скотчем, ручку и направляющую. И теперь буду спиртом обезжирю еще раз поверх грунта поверхность для краски. Благо этот грунт это позволяет, он не вытирается. Буду окрашивать в красный цвет вот эту часть, эту губку и эту. И вот этот пятак. Вот так нехитрым образом закрепил. Красочка у нас подсохла. Вот так. Не совсем везде, конечно, ровно, но на работу это совсем не влияет. Сейчас буду выматывать этот малярный скотч с ручки, немножко пошлифую и буду тоже окрашивать. Прихватил по-быстрому, а ручку открыл. Вот видно, она была черного цвета. Вот что делать с этими трещинами, честно, не понимаю. Немножко подумал. Вот у нас есть трещина, да? У меня есть такие тонюсенькие ламельки.
Ну, видите, они. Я думаю сейчас сделать так. Налью сюда клей и попробую аккуратненько с клеем заполнить этой ламелькой. Вот таким образом, продвигая ее вдоль трещины, загоняя туда. Вот так. Остальное срежем и зашлифуем. Оно заполнит полость и немного с клеем схватится. Так, хватится и зашлифуем. А вторая трещина была вообще глубокая, сантиметра почти 2. Но мне удалось налить туда клея и тоже заполнить почти на всю глубину, сколько смог, затолкал. Ну вот, друзья, и пришел финал. Давайте же посмотрим, что у меня получилось. Вот так, ребята. Вот такая работа. Понятное дело, краска будет неизбежно истираться, но я ее делал не для красоты, а для работы. А вся эта реставрация для того, чтобы не было коррозии. Винт, как видим, немножко в ржавчине. Я его хоть и почистил, но внутри немножко есть. Поэтому, скорее всего, что я его просто немножко смажу маслом. Давайте же посмотрим немножко ближе, как получилось.
На самой штанге, если краска, мы ее можем немножко с баллончика обновить. Так что проблем никаких нет. Вот такая струбцинка получилась. Давайте же попробуем ее в работе. Ух ты, ребята, это просто моща. Посмотрите. Просто мощнейшая. Еще бы таких пару штук можно было бы склеивать заготовки по рукояти. Покрывал ее краской в 3 слоя. 3 дня подряд, чтобы хорошо высыхало. Вот где немножко поменьше трещины, где ламельку не заставлял, думал, что просто краска зальет. Немножко осталось, такие виднеются полоски. Ну, совсем не критично. А вот те места вставлял ламели. Ну, вот одна ламелька была. Вот здесь. Практически не видно. А вот этой вообще не видно. Только в конце немножко есть. А так очень даже хорошо. Так что, ребята, подписываемся на канал, оцениваем. Обязательно не забываем поставить колокольчик. Напишите что-то в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Понравилась вам такая реставрация, не понравилась такая реставрация. Всем удачи, здоровья и до новых встреч. Пока.